Эй, друг, хочешь увидеть мои видео на несколько дней раньше? Как? Ответ прост. Я их публикую на ВК-видео. Ссылку оставил в описании. Наслаждайся. То есть вы утверждаете, что этот грузовик и этот грузовик – это один и тот же грузовик? Абсолютно. Этот грузовик и этот грузовик одно и то же. А как он сохранился в живых? В 1988 году, как пишет, собственно, журнал, к 60-летию непосредственно этого автомобиля, который был построен на рубеже 28-29 годов, он был восстановлен коллективом завода ЗИЛ. И с 1988 года, собственно, хранился на задворках завода. Экспозиция самого завода ЗИЛ не позволяла выставлять полноразмерные экспонаты. На музейной площади завода хранились только стол Лихачева, его стул и маленькие масштабные модели. Ну и несколько экспонатов, которые, в принципе, к сожалению, сейчас наполовину, мне кажется, утрачены. Ну а этот автомобиль был выставлен на продажу в момент, когда ЗИЛ переходил в состояние девелоперского проекта. И поверите, единственные, кто проявили желание его приобрести. То есть, если я правильно понимаю, это не реставрированный автомобиль. Это автомобиль, вот как его привели в порядок в 80-х годах, так он и дожил до сегодняшнего дня. Да, единственное, что последние 10 лет его поддерживали в работоспособном состоянии сотрудники, бывшие сотрудники механосборочного цеха завода ЗИЛ, МСЦ-6, того самого, где строились лимузины. И, собственно, это та история, которую сначала создавали, а потом сохранили его сотрудники. Великолепно. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Такой лозунг из бессмертного «Золотого теленка» вполне мог прозвучать из этого автомобиля. В годы, когда Остап Ибрагимович совершал свой автопробег, по дорогам страны уже колесили тысячи подобных грузовичков. Конкретно этот в девичестве «Фиат», в расцвете своих немногочисленных лошадиных сил АМА F-15. Первый советский грузовик во всей красе. Кстати, кто не знает, красный значит красивый. Для начала расскажу, что такое АМА. Здесь все не так просто, как кажется. АМА осталась от братьев Рябушинских, которые учредили в 1916 году автомобильный московский завод. Официальная организация получила название «Товарищество на паях Кузнецов-Рябушинский ЭКО». Оно планировало производить итальянские грузовики Fiat 15TR для русской императорской армии. Впрочем, послужить пришлось и АМА F-15, но об этом чуть позже. История завода под руководством Рябушинских закончилась в 2018 году. Но история завода только начиналась. Предприятие ремонтировало другую технику – грузовики, легковушки и трактора. Но примерно в марте 24-го началась подготовка к возобновлению выпуска грузовиков. Работа была проделана большая. На основе чертежей «Фиата» наш грузовичок немного переработали, но не с целью, чтобы улучшить, а я бы сказал, чтобы адаптировать к нашим реалиям. Итак, переносимся в 1924. Первую партию грузовиков собирали авральными темпами и, как водится в Советской России, к знаменательной дате. А именно к очередной годовщине революции. Самый первый автомобиль был собран в ночь на 1 ноября, а сборку 10-го закончили днем 6 ноября. Вы посчитали? Значит, ровно 100 лет назад колонна из 10 грузовиков приняла участие в пролетарской демонстрации на Красной площади. Я сегодня буду проводить демонстрацию его на Днепропетровской улице в первом автобусном парке. А что здесь находится? Правильно, экспозиционно-просветительский центр ГУП «Пассажир автотранса». Это святыня. Чтобы вы прочувствовали скорость сборки и аврал всего мероприятия, отмечу. Сборка АМА F-15 велась кустарными способами и методами, устаревшими даже для 1924 года. Машины собирались на стапелях, фактически вручную. Ни о каких конвейерах никто даже не думал. Тот же коленвал высверливали из цельного куска металла, а потом обрабатывали. И, что называется, допиливали напильником на нескольких станках и делали это неделю. Поэтому производство первых советских грузовиков так и не стало крупносерийным.
Официально сообщалось, что грузовик АМА F-15 полностью собран из отечественных комплектующих. Однако изменений от итальянского образца для подражаний было не так много. Например, увеличили дорожный просвет до 225 миллиметров. Его увеличили за счет уменьшения маховика, но с сохранением веса. Маховик, кстати, помогал охлаждать мотор. Чтобы движок не грелся, увеличили радиатор, а это потянуло за собой другую форму капота. Бензобак перенесли, поставили штампованные диски, так как у итальянца колеса были с деревянными спицами, а это не камильфо. Но в остальном это совершенно обычный грузовик для того времени. Правда, маленький в длину, 5 с небольшим метров. Как бы нормально. Но узкий, в ширину 1760 миллиметров. Скажем, полуторка в ширину более 2. После выпуска опытной партии предстояли испытания нового автомобиля на выносливость. И вот здесь как раз и начинаются те самые знаменитые автопробеги. Например, в 1925-м грузовики участвовали во Всероссийском испытательном автомобильном пробеге совместно с другими импортными машинами и заняли между тем 1-е и 3-е место. Между ними на 2-й ступеньке пьедестала затесался австрийский Штайр, а в числе соперников также были Бенц, Ман, Мерседес, Круп, Форд и другие. И это была не воскресная прогулка. Маршрут Ленинград-Москва, Курск-Москва выглядит солидно и по сегодняшним меркам. Прежде чем я продолжу рассказывать нелегкую биографию первого советского грузовика, давайте посмотрим, из чего он сделан. Грузовики первых выпусков делались с деревянными кабинами, потому что дерева в стране было много, а металла мало. Поэтому и крыша у кабины брезентовый тент. Кстати, машина была праворукой, и попасть в кабину можно было через единственную дверь слева, так как на правом борту находятся рычаги коробки передач и тормоза. Запаска тоже была с этой стороны. Да и в целом конструкция довольно примитивная. Зажигание в двигатель от магнета, пуск кривым стартером, освещение ацетиленовое. Только через 4 года после начала выпуска появились электрофары, стартер и даже звуковой сигнал. Но не отечественное, а швейцарского производства. Интересную историю мне тут поведали про резину. Если запаска, ее покрышка, это настоящая резина из середины 20-х годов СССР, то на колесах это новодел. 70-е, 80-е годы. ЗИЛ попросил братский Ярославский завод шинный изготовить новый комплект резины для своей техники. На Ярославле решили на этом, наверное, немножко заработать денег. На ЗИЛе посчитали и сказали, что это дорого. И сделали сами. Отлили цельно резиновые колеса. Вечные. Между прочим, грузовичок не самый легкий. Его вес почти 2 тонны, а мотор рабочим объемом 4,4 литра выдавал целых 35 лошадиных сил, и этой мощности хватало не всегда. Итак, силовая установка, 4 цилиндра, рядная карбюраторная с вертикальным расположением цилиндров и нижним расположением клапанов. Максимальные кони при 1400 оборотах в минуту. Охлаждение двигателя жидкостное, с центробежным насосом помпой. Система смазки под давлением, с шестеренчатым насосом. Прогресс. Из интересного, но нам непривычного. Двигатель состоит из 3 частей. Но снизу поддон картера, чуть выше средняя часть поддона картера, а сверху блок и головка блока отлиты единым целым. Центральная часть картера отлита с креплениями двигателя. Во как. Есть вороночки для заливания бензина, а клапана регулируются сверху. Еще из интересного. Если вы думаете, что здесь охлаждение термосифонное, ну так как нет вентилятора перед радиатором, вы ошибаетесь. Есть помпа, а вентилятор располагается на маховике. И снизу идет кожух, который затягивает воздух
от радиатора и протягивают его через мотор. Но если вы снимете боковые щитки двигателя, машина перегреется, так как нарушится герметичность охлаждающего воздушного контура. Во как я загнул. Коробка в машине четырехступенчатая с прямозубыми шестернями. Однако в этом примитивизме был плюс. Обслуживать автомобиль можно было буквально на коленке. Это качество особенно ценили в армии. Спортивная деревянная баранка о 4 спицах на уровне солнечного сплетения. Ну, даже на настоящей машине колесики крутятся очень легко, что приятно. С левой стороны ручка ручного газа, справа подсос. Ну, по приборам вольтметр и пустота. Обратите внимание, бак. Где находится бак? Пожарная противобезопасность. 3 педали. Казалось бы, всем привычно. Но есть одно но. А газ? Педаль акселератора ровно посередине, там, где в нормальных автомобилях обычно встречается тормоз. И эта машина имеет на себе следы перепутывания педалей. Еще с тех лет, наверное, годов 70-х. Так, по приборам амперметр, давление масла двигателя и пустота. Напомню, прародитель по имени Фиат-15 планировалось использовать в русской императорской армии. Ну а АМА F-15 заступил на службу уже в рабоче-крестьянскую Красную армию. В первый же год выпуска он был принят на вооружение и стал основным легковым многоцелевым военным грузовиком. С помощью этой машины грузоподъемностью 1,5 тонны делали практически все. Перевозили личный состав до 12 человек в кузове. Подвозили боеприпасы, продовольствие, буксировали легкие пушки и, конечно же, использовали в качестве штабных машин. Но это еще не все. На стандартном шасси АМА F-15 выпускались медицинские автомобили для санбатов Красной армии. Правда, эксперимент был признан неудачным. Машина получилась слишком жесткой и тряской, и не все больные и раненые доезжали до госпиталей. А сейчас пришло время узнать, как на этой машине ездили. То ли водители были меньше, то ли 100 лет назад не обращали на такие мелочи, как эргономика. Голос, между прочим, из столетия назад. Хотел завести машину ключом и красиво уйти в закат на скорости 42 км в час и расходуя около 30 литров бензина. Но не тут-то было. Запуск кривым стартером еще никто не отменял. I need your help. Крутим. Слушаюсь. Да чтоб тебе! Газу, газу, газу! И вот только после физических упражнений двигатель тарахтит, бензин благоухает, машина дрожит, можно и ехать. Терпение и труд все перетрут. Вы спросите, ну как за рулем? Вот если ездить как я, то классно. Все мышцы напряжены, тело работает. Но отдубасить целую смену – это будет сложно. Впору вспомнить слова поэта Тихонова. Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей.
Пару слов про тормоза. Механизмы здесь колодочные, действовали только на задние колеса. И тормозили так себе, по всем меркам. Что тогда, что сейчас. Но это было совершенно обычно для машин, опять же, того времени. Если вы обратите внимание, машина немного косолапая. 178 градусов колеса стоят. Если ее нагрузить, то будет 180. 2 градуса, конечно, сложно увидеть, но что-то подобное было на автомобилях Татра. Ну, что-то подобное. И очень хорошо управляется машина. Интересно, она валкая, но очень легкая в управлении. Никак я не могу привыкнуть к двум вещам. Хотя что я вру к двум вещам? Первое, то, что педаль газа находится посередине. То, что я сижу справа в отечественном автомобиле. И то, что нет дверей. Ну, прохладно так-то. Грузовик АМА F15 выпускали 7 лет, с 1 ноября 1924 по 1931 год. И за это время из ворот автомобильного московского общества выехало 6285 автомобилей. И эта цифра подтвержденная. Для экономики после разрухи и Первой мировой в целом не самый плохой результат. А сегодняшнего героя вы можете лицезреть в Питере, за что отдельное спасибо Молодцов Мотор и Пассажиравтотрансу. Шли годы, АМА стал ЗИСом, ЗИС стал ЗИЛом, но это уже другая история. Хотя другая история — это из другой передачи. А из нашей охота продолжается и трофей засчитан.